Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Бэрон пытается рисовать в своем кабинете, но его мысли заняты тем, кто приказал сканировать свадьбу. Затем приходит господин Кудрет, ему не нравится ситуация Барана, и он спрашивает его, и Баран говорит ему, что думает, кто тот, кто сканировал свадьбу. Господин Кудрет советует ему подавить гнев и оценить каждую возможность. Джавахир рассказывает пришедшему к нему Шаиру, как поймать добычу тигра с помощью шахматных фигур, и просит похитить Джихана. Поэт немедленно вызывает своих людей и приказывает им похитить Джихана. Пока Дилан ухаживает за цветами в саду, она разговаривает с ними и говорит: «Я потеряла мать, пока нашла ее». Когда Дилан говорит, что ты мой дом, Бэрон целует Дилана в лоб. Эрхан звонит Джихану и говорит, что ищет меня. Баран оголовит Джихана, говоря, что я его не предал. Когда Дилан ноет, что повредил ногу, Бэрон обнимает его и говорит: «Дилан, я пошутил, кто-нибудь увидит, скачайте». Когда Бэрон спрашивает: «Моя жена повредила ногу, что, если я не смогу ее нести?» Дилан отвечает: «Со мной все в порядке», и уходит. Когда госпожа Сабиха видит, что ее цветы склонились, она рассказывает цветам обо всех своих проблемах и сочувствует. Он надеется однажды обнять Дилана, как в старые времена. Затем он вспоминает момент, когда Дилан пел ему колыбельную, когда он был маленьким. Когда Хевен приходит к ней и спрашивает, есть ли у нее просьба, она рассказывает ему о своей тоске по Дилану и плачет. Когда Гуль приносит кофе Гэже Азади и Гану Хасану, Ферат подходит и смотрит им в глаза, пока Гуль уходит. Ферат говорит, что за ужином будет говорить о чем-то важном, и Гуль это слышит. Баран приносит салеб Дилану, Дилан тут же прячет браслет, который носила ее мать, но когда она замечает, что глаза Дилана блуждают, он берет чашку из ее руки и прижимает к своей груди. Пока один из них думает: «Я не могу простить то, что сделала Сабиха», другой говорит: «Прости меня, я ничего не могу с этим поделать, мне грустно». Когда Баран собирается что-то сказать, Гуль стучит в дверь и сообщает Дилану, что кухня готова. Когда Дилан говорит, что ужин за мой счет, Бэрон говорит, что это означает пир. Когда Дилан выходит из комнаты, Бэрон находит браслет и понимает, что Дилан расстроен и ему его жаль. Цеврей и Джевдет возвращаются с осмотра с хорошими новостями, а Ясмин и Харун рады принять своих гостей. Однако фаворитом клиентов стал салат из киноа, который не понравился Харуну. Пока Бэрон в саду думает о том времени, когда Дилан пообещал держаться подальше от его матери, к нему приходит дядя Ахмед. Когда дядя Ахмед говорит: «Я давно тебя не видел», Баран говорит: «Хотя у нас много таких друзей, как ты, у нас также есть много врагов». Дядя Ахмед пытается объяснить, что со стороны Барана неправильно защищаться больше, чем необходимо. Джихан идет туда, куда звонил Эркан, но когда видит, что там никого нет, думает, что это определенно ловушка, и звонит Барану. В этот момент Эрхан приставляет пистолет к его голове. Когда Баран собирается ответить на звонок Джихана, его телефон выключается, и когда Баран звонит, он не отвечает. Эрхан говорит: «Дайте мне знать, у нас к вам кое-какие дела». Джихан отправляет сообщение о том, что позвонил по ошибке. Пока Баран отвечает на сообщение Джихана, к нему приходит Дилан и спрашивает: «Как ты завоюешь сердце Джихана?» Когда Баран говорит: «Я не ошибся», он не может так обращаться со своей тетей, Дилан говорит: «Это вопрос между мной и Джиханом». Затем он просит Барана выпить принесенный им кофе. Когда Ферат объясняет Гулю, что сегодня вечером мы собираемся объяснить это всем, и говорит, что отныне тебе не придется выполнять такую работу, Гуль расстраивается, говоря, что не так с моей профессией. Но Ферат покоряет ее сердце, и они обнимаются. Пока мы сидели за столом за ужином, когда госпожа Кадер сказала, что сегодня это налили невесте, Дилан смутился и сказал: «Сестра, мы все сделали это вместе». Хасан спрашивает, почему вода не холодная, и ругает дам Кадера. Когда дело доходит до стола в Баране, все начинают есть.
Волнение Ферата и Гуля можно понять по каждой их ситуации. Когда Беран говорит, что суп очень хорош, а госпожа Кадер хвалит другие блюда, Дилан смущается. Все, кроме Гэжи, Азади и Хасана, благодарят Дилана за вкусное блюдо. Ферат за столом, Гуль на кухне, они обмениваются сообщениями, и Ферат зовет Гуля к столу, чтобы нам больше не пришлось ждать. Джихана без сознания доставляют на склад и привязывают к стулу. В конце трапезы, когда господин Кудрет говорит Дилану, что он молодец, Дилан отвечает: «Если вы попросите, я всегда смогу это сделать». Беран говорит, что я хочу этого каждый день, это чудесно. Ферат встает, и пока он собирается объясниться, госпожа Азади ругает его и просит замолчать и дать мне поговорить. Затем он придирается к фаршированным фрикаделькам и хумусу и говорит: «Как хорошо, что вы у нас есть. Если бы не Кадер, мы бы были голодными, мы не будем есть каждую еду со стола вот так». Дилан говорит: «В следующий раз я сделаю, как вы говорите, мисс Азади», а Беран держит ее за руку и улыбается. Когда Гуль злится и идет на кухню, Ферат следует за ней. Госпожа Кадер замечает их, и хотя Ферат говорит ей не расстраиваться, глаза Гуля наполняются слезами. Баран вместе с Диланом составляет план, как завоевать сердце Джихана, но тот волнуется и звонит, говоря, что не пришел на ужин, но не может с ним связаться. Ферат говорит, что встретился со своими друзьями после занятий спортом. Госпожа Азади злится, когда Хасан продолжает есть, а все остальные выходят из-за стола. Джихан кричит: «Оставь меня в покое там, где его держат». Когда они начинают пить чай, Ферат снова пытается сделать заявление. Хасан ругает его. В это время Баран говорит Ферату: «Ты сказал, что ходил в спортзал, я разговаривал с его другом, но он этого не сделал», и все встают. Когда Хасан видит их в панике и говорит, что молодой человек где-то застрял, Баран пристально смотрит на него. Хасан говорит: «Я не говорил не смотри, я не говорю не паникуй», вылезет наружу. Пока Харун и Ясмин моют посуду в магазине, они внезапно начинают шутить. Затем, когда они закрывают магазин и Харун хочет отвезти его домой, Ясмин не соглашается. Баран повсюду ищет Джихана со своими людьми. Господин Кудрет и Ферат также ведут поиск. В особняке госпожа Азади волнуется и заставляет Хасана куда-то поискать. Пока Джихан пытается избавиться от веревок, к которым он привязан, он пытается сделать так, чтобы его голос был услышан с помощью криков. Пока он кричит, у двери его дома появляется чья-то тень. Когда господин Кудрет, Ферат и Баран один за другим возвращаются в особняк и говорят, что не могут его найти, Гэжи Азади становится плохо. Когда Ясмин уходит, Харун внезапно встает перед ней и кричит. Харун сказал: «Я не хочу отпускать», и они идут к дому. Баран позвонил своему человеку Акану, но от него не было никаких вестей. Когда Баран говорит Дилану: «Я такой беспомощный, мои руки и ноги связаны», Дилан говорит: «Если ты не силен, как мы сможем выжить? Мы найдем Джихана, не волнуйся». В этот момент Барану отправляется видео связанного Джихана. Поэт приходит к Джихану и кричит: «Джихан обезумел от гнева, ты увидишь, кто ты, я отомщу тебе». Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.